Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о стриме канала Лена Лайф. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у меня на стриме, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Лена, как она сама выразилась, вышла в стрим в горизонтальном положении. Я еще раз глянула на картинку, думаю, нет, все-таки это неправильно, потому как Лена все-таки в вертикальном положении. Думала, что Лена будет вещать лежа. Но нет, просто у нее расположение телефона было горизонтальным и не вертикальным. Лену это очень порадовало. Лена очень долго лампу устанавливала, но лампа то падала у нее, то снова Лена ее поднимала, то свет настраивала. В общем, Ваня закричал: лампа упала. Причем кричал он таким вот мультяшным голосом и очень громко. Я не знаю, для чего Ваня так вот продолжает себя вести, а для чего Лена это все нам показывает, то есть позволяет Ване так себя вести в прямом эфире особенно. Я этого понять, конечно, не могу. И да, Лена по-прежнему в видео своих Ваню выставляет в неприглядном виде, хотя, говорит, сейчас она старается Ваню и своих близких меньше показывать. Но, тем не менее, говорит, да, не получается вообще исключить Ваню из своих видео, поэтому когда-никогда он мелькает. Но каждый раз, когда он попадает в кадр, он, конечно, попадает в кадр в очень неприглядном виде, и поведение его, конечно, оставляет желать лучшего. Спрашивали Лену, платит ли она налоги, когда вот ей что-то присылают на обзор вот эта вот реклама. Конечно, Лена на этот вопрос не ответила. Спросили, почему у нее лицо красное. Она говорит, ну потому что оно красное, ну как-то так, да. В общем, очень много было таких вот вопросов, которые действительно были очень интересны многим зрителям, но Лена на них как-то так отвечала вскользь. Она старалась уходить от таких вопросов, а некоторым комментаторам она просто грубила. Оказалось, что Лена непоседливая, да, ей нужно разнообразие. И поэтому она никуда не поедет, ни в какой Таиланд с Оксаной и Юрой. Думаю, ну и слава богу. Потом Лена сказала, что она не поедет по той причине, что хочет просто Юрия и Оксане побыть вдвоем, да, говорит, а вот моя непоседливость, она просто вот будет выбивать Юру и Оксану из колеи. Думаю, да ладно, что случилось до сих пор, в общем, тебя это вообще не трогало. Сейчас ты вдруг решила побыть нормальной сестрой, действительно, и дать Оксане и Юрию немного свободы. И, говорит, они будут ходить, сами наслаждаться своим отпуском, ну, а я, мол, буду только вносить сумятицу, наконец-то. А потом еще была третья причина озвучена. Не хочет Лена дублирующего контента, и Оксана тоже не хочет дублирующего контента, поэтому Лена будет снимать тут какие-то свои влоги, ну, а Оксана и Юра там, в Таиланде. Ну, как мне кажется, все-таки Лене просто жалко денег, или просто их у нее нет, потому как она вот собирается ехать в тур по городам, и говорит, вот покажу те города, которые особой популярностью не пользуются. Покажу там гостиницы, покажу город со мной и так далее. В общем, хочет быть Лена тревел-блогером, но опять же, говорит, нужны спонсоры, поэтому да, открывайте сундучки, доставайте пятачки. Ей писали комментарии вроде того, что вот вы не хотите ли устроиться на работу, и вы не поверите, возможно, будет подсобрать все-таки на поездку, да, вот если устроиться, так сказать, на дядю работать. На что Лена ответила, что если работать на дядю, то, конечно же, не будет времени никуда ездить. Но хотя она не исключила возможности, что все-таки деньги у нее в этом случае появятся. Но все это было произнесено с таким опломбом, таким вот тоном было сказано, что, мол, вы не понимаете, как это так. Вы что, мол, себе думаете, я когда-нибудь, мол, был такой намек, да, пойду работать на дядю? Да никогда в жизни. Вот у нее есть свой магазин, и этот магазин, кстати говоря, он приносит прибыль все-таки Лене. Да, в прошлый раз она говорила, что он вообще ничего не принес, они уже думают о закрытии. И, конечно, этот магазин кормит тех людей, которые живут в этом доме, где расположен магазин. Угу. И еще Лена содержит продавцов. В общем, короче говоря, Лена молодец со всех сторон. Вот, и она много работает, правда, эту работу никто не видит. Ну, конечно, естественно. Правда, она сказала, что Оксана тоже много работает. Да. Труженица невидимого фронта, прям бойца невидимого фронта. Спросили, почему магазин оформлен на Юру. Ну, а Лена опять же сказала, что потому что ни у нее, ни у Оксаны нет ИП, а вот у Юры есть. Вот поэтому, конечно, на Юру. В общем, дурацкие вопросы ей задавали, по мнению Лены. Одна Лена молодец. Одна Лена королевна. Канал она старается не бросать, говорит, нас топят, мы выплываем. Вот так, выплывает Лена. Как не скажу, что. Ну, выплывает, молодец. Не тонет. Интересно, кто ее там так сильно топит? Вот просто интересно, кто ее топит? Возможно, те люди, которых она очень боится, говорит, вот я сейчас поеду с мамой после Нового года в санаторий в Сочи. Не, а вы куда? Да, в Сочи. То есть деньги все-таки есть. И не на 10 дней, на 15, а вот
на более длительный срок, и немного она переживает о Ване, как же так, кто его будет кормить. Так у тебя Андрей дома остается с Ваней. Андрей живет с тобой, забыла, что ли? Вот, поэтому, да, зря переживаешь о Ване, его Андрей накормит. Хотя, как мне кажется, все-таки Андрея в жизни Лены нет. А если он и будет на время отсутствия Лены в квартире Вани и Лены присутствовать, то это только с той целью, чтобы действительно что-то приготовить ребенку и уйти туда вот, где он живет постоянно. Опять беда с географическими названиями. Привет ей из Полевского передали, но она говорит из Полевского. Ну, хотя бы так, хотя бы только ударение поменяла, а не переиначила название самого города. Ну и еще было интересное название города Даугавпилс. Почему-то, да. Не Даугавпилс, а Даугавпилс. Ну, Даугавпилс, там Даугавпилс, подумала я. И вот, вы знаете, меня очень удивило то, что Лена говорит, она море любит в любом его виде, да, в любом его проявлении. Говорит, мне не важно купаться в море, мне важно, чтобы море было, чтобы был шум прибоя, чтобы я была на берегу моря, неважно какое это время года. Вот такое медитативное какое-то расслабление она любит на берегу моря. Думаю, нормально, Лена. А кто говорил о том, что вот, не поеду я в Дубай, потому как сейчас там море очень штормит, и вообще там сейчас никто не купается, а для нее отдых не отдых, если нет возможности купаться в море. А сейчас ты посмотри, какая. Ей достаточно только посмотреть на море в любое время года, пусть даже зимой, лишь бы был бы шум прибоя слышен. В общем, Лена нам, как всегда, врет. Выяснилось, что ей с детства нравятся два имени, Денис и Илья. Возникает правомерный вопрос. Почему что сына Иваном-то назвала, а не Денисом или Ильей? Загадка. И да, название санатория она нам не сообщает, потому как в целях безопасности говорит. А вдруг люди приедут какие-то, видимо, она боится, и испортят ей отпуск. Поэтому в целях безопасности Лена нам не называет название санатория. О как, боится Лена хейтеров. Они ей уже просто везде мерещатся. Ну или она себя возомнила какой-то такой звездой международного уровня, и считают, что у нее как и поклонников куча, так и хейтеров тоже море. Ну, что сказать. Мания величия. Собирается она в тур по городам, таким как Благовещенск, Хабаровск, Владивосток. Показать, как я уже говорила, гостиницы, транспорт как ходит, ну и так далее. И очень хочет все-таки, чтобы у нее появились какие-то спонсоры. Ну, да, бюджет, конечно, ограничен. Говорит Лена, что она елку обещала Ване нарядить. Сама, что ли, будет наряжать? Ваня приказала ей елку нарядить, теперь вот Лена обязана это сделать? Или как это понять вообще? Вроде как она вместе с Ваней должна была бы наряжать ее, да? Но это семейная такая традиция, естественно, без Андрея. Потому как Андрея рядом, понятное дело, нет. Тут Лена забыла приплести Андрея, уже не знаю почему. Лена набирает вес. Почему? Потому как ест семечки. Вы знаете, мне напомнило прям вот тот анекдот. Пили водку, отравились ириской. Лена ест как не в себя все, что не приколочено. А в итоге что? Она толстеет от семечек. Молодец, Лена. Назначила виновного. Семечки. Ну а дальше Лена напомнила Колесниковых. У Колесниковых дети, они почему-то, да, не дети, не дочери, не сыновья, нет, они. Так и здесь Лена тоже говорит. Они хотят есть еду на бульоне или на соусе. Вот еда на соусе — это очень интересная еда какая-то. Вот, но я так понимаю, что домашние Лены, ну, а конкретно один Ваня. Так вот, они, ну, точно как в фильме ужасов. Что Колесниковы говорят, дети — это они, что Лена. Ваню одного называют они. Ужас какой-то. Все так же для Лены существует тот и позатот год. Это, понимаю, прошлое и позапрошлое. Позатот. Как Лена так разговаривает, я не знаю. Просто не представляю, как можно так безграмотно говорить в ее годы. Оказывается, у них Новый год — это не столько праздник семейный, сколько обязаловка. Да, говорит, в позапрошлом году они были у мамы, в прошлом году были у Лены, ну, отмечали Новый год. А в этом году должна Оксана стол накрыть. Прям должна. Очередь Оксаны. Представляете, это какая-то такая вот повинность, какая-то такая вот обязанность. Ну, я так думаю, что праздник уже особо-то и нет, когда чувствуешь, что да, ты в этом году просто обязан накрыть стол и принять гостей и родственников на Новый год. Ну, так себе, конечно, развлечение. Вспомнила Лена эстраду советскую еще и говорит, вот там, да, были такие вот певцы-мужчины с высокой буквы этого слова. Думаю, это как? Высокая буква? Напомнил мне Таню Бровченко, у которой есть высокие носки. Да. И еще, вы знаете, меня очень поразила память Лены. Тут она помнит, тут она не помнит. Говорит, что ей, когда было 2 года, она была в последний раз в доме
бабушки и дедушки. И вот хотелось бы туда вот съездить, с одной стороны, с другой стороны, туда очень дорого лететь, и смысла особого Лена не видит, потому как, ну, понятное дело, бабушки и дедушки уже нет в живых, и что там смотреть? Ну, дом посмотреть, ну, вот как-то так вот Лена рассуждает, мол, не обязательно, да и дорого это. Но сам факт, она не помнит толком, да, вот это все. Но когда Лена говорила о том, что когда ей было тоже приблизительно года 2, может быть, 2,5, она с мамой пыталась заселиться в гостиницу, по Москве где-то это дело должно было быть. Но в тот момент была Олимпиада в Москве, и все гостиницы были заняты, и Лена была страшно расстроена. Да, это Лена помнит. Хотя возраст приблизительно, ну, плюс-минус, да, там пара-тройка месяцев. Тот самый, те самые 2 года. Надо же, там помнит, тут не помнит. Что с памятью Лены? Все-таки Лене надо помнить конкретно, да, вот что, где, когда, кому она говорила. Почему? Потому как все-таки врун должен иметь хорошую память, чтобы не подставлять самого себя, понятное дело. Ну, а насчет отдыха в одиночестве, Лена, конечно, говорит, что она самодостаточна. Ну, понятное дело, она такого слова не знает. Она заявила, что ей просто не бывает скучно с самой собой. Ну, а вот спросили, будет ли она книги читать, когда она куда-нибудь поедет одна, к примеру, да, вот вернется она в отель, погуляет по городу, покажет город, вернется в отель, что она будет делать? Книги читать? Нет, книги она читать не собирается, даже в электронном формате. Почему? Потому как книги все-таки хоть хочется почитать, но не до них. Вот. Но ей надо видео смонтировать, в общем, да, не до саморазвития абсолютно. Кстати говоря, Лена сказала, что у нее проблемы с пищеварением. Вот по какой причине она, мол, в санаторий собралась. Ну, что сказать. Если проблемы с пищеварением, то, может быть, не стоит столько есть вредной пищи, да? Если она любит такое все пожирнее, вот мясо она все-таки любит, что бы она нам ни говорила. Все-таки вот надо только вспомнить те огромные порции, которые она вот набирала еды, да, в отеле, в одном, другом, третьем, и не только в отеле, в каком-нибудь кафе. Только это надо вспомнить. Понятное дело, что будут проблемы с пищеварением. Так что да, теперь вот только санаторий может спасти. Ну, будем, конечно, надеяться на то, что действительно ей поможет ее санаторий. Посмотрим мы, как отметит и где Новый год. Хотя Лена говорит, особо показывать не будет, потому как все не так зрителям, то не так скатерть на столе расстелена, то не так приготовили, то еще что-то не так. С одной стороны. С другой стороны, в этот раз у Оксаны будет стол, поэтому я так думаю, что Лена будет очень счастлива подставить любимую сестричку. Я так думаю, что стол нам покажет Лена, да, комнату, квартиру, в общем, все нам Лена покажет. Больше, чем она показала бы, если, к примеру, этот Новый год отмечали бы у Лены. Ну, а потом почему-то стрим внезапно прервался. Уж не знаю, по какой причине, но на полусловие буквально оборвался. Ну да, понятное дело, я смотрела стрим в записи, потому как не было мне возможности посмотреть его в прямом эфире, когда Лена была, да, так сказать, в режиме реального времени. Не знаю, может быть, Лена что-то там вырезала, может быть, она что-то не то сказала, может быть, она, ну, не знаю, решила, что стрим слишком длинный. В общем, в записи стрим оборвался внезапно. Ну, вот таким получился у меня обзор стрима канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!